Всем привет! Решил поделиться с вами своим первым опытом работы с стесненной кожей. Заказал себе на пробу образец. Это ременная кожа в толщине 2,5 мм. Кожа растительного дубления, итальянская, очень хорошего качества. Тиснение под крокодила. Здесь мельче, здесь такие более большие сектора, но они здесь видно, что теснение, потому что в некоторых моментах они вот так вот, если видно, повторяются. Есть такие какие-то стыки заметные. Вот. Но можно найти себе кусочки, допустим, вырезать такие участки, на которых повторений не будет. Как я уже сказал, кожа уже вскрыта. Такое какое-то у нее глянцевое покрытие. Не похоже на лак, но довольно такое блестящее. Изнанка гладкая, без ворса, что очень порадовало. Мне нравится вот именно это. Встречал только в итальянских кожах. Такую вот обработку изнанки. Потому что, по сути, если так не заморачиваться, то эту кожу уже можно нарезать и сразу собирать готовое изделие. В принципе, не обрабатывать ни изнанку, ни лицевую. Она уже готова просто к работе. Отличное качество. Кожей доволен. Что касается работы с ней, как бы особо разницы, допустим, в обработке этой кожи и тех ременных кож, которые я использую в других изделиях, я как бы не заметил. То есть все как бы так же. Единственный нюанс, с которым столкнулся, это обработка торцов, так как здесь поверхность, она получается не однородная такая, то есть есть выпуклые участки и есть впадинки, то когда идет крамкорез, он вот здесь вот проваливается, и сам срез может быть неравномерным. Но это нужно контролировать, просто делать работу немножко медленнее и следить за тем, чтобы вот эту именно операцию сделать более качественной. Вот. В общем, в тот же день, как мне пришла эта кожа, я нашел в интернете пряжку, которая, на мой взгляд, отлично сочеталась бы с данной кожей. И как итог, пошил женский ремень. Как результат получилось такое вот изделие. Думаю, понятно, почему я выбрал именно эту пряжку. Понравился мне вот этот узор, гравировка на самой букве. То есть она как мини-копия вот этого тиснения, что есть на ременной полосе. Мне показалось, что эти элементы будут друг друга отлично дополнять. Пряжка 40-мм. Исходя из этого и саму ременную полосу я вырезал шириной 40 мм. Значит, материал пряжки латунь. Достаточно хорошее качество. Еще вот здесь есть винтики, она разборная. То есть пряжка стоит своих денег.
Касательно кожи, я ее не оставил в изначальном виде, потому что хоть у нее есть как бы уже такое покрытие глянцевое, но все равно при транспортировках там остаются различные пятнышки, в общем, следы перемещения. То есть я вскрыл всю полосу специальным финишем от Kendo Farben, кремообразный, по-моему, Сирио называется, черного цвета. У меня долго он лежал без дела. Его час настал, нашел ему в этот раз применение. С этой кожей он отлично сочетается. Добавил тоже такого глянца, в общем, и усилил, насытил этот черный, который был изначально. Так, оживил больше эту кожу, обновил, так сказать. Вот. Торцы я снял, фаски заполировал и торцы закрасил Апретто Ресино. Финишное средство, такое тоже черного цвета. Кстати, я уже в видео одном говорил, что Апретто Ресино есть только черного цвета, поэтому в данном случае он идеально подходит для таких вот торцов, для такой кожи. Изнанку я тоже покрыл финишем, чтобы этот эффект закрепить. В общем, она и так гладкая, но на всякий случай. Сделал тренчик, тренчик прошил, как на всех своих изделиях. Тиснение поставил, но его здесь не особо видно. Так. Пробил 5 отверстий. Среднее то, которое будет использоваться. Кстати, это будет подарок моей сестре, поэтому ремень делал по ее размерам. Вот. Нашел у себя хольнитен золотистый, и он совпал по цвету почти один в один, вот как цвет латуни. Поэтому поставил сюда этот хольнитен. Хотя есть и латунные хольнитены, я их просто забыл заказать вместе с пряжкой. Здесь прошивку сделал и обратную. Вот, в обе стороны прошил. Значит, еще какой момент. Раньше мне не особо нравились такие пряжки, из-за того, что в большинстве изделий, в которых я их видел, они здесь очень такие прям болтаются, расшатанные. То есть сегодня как бы пришла такая мысль, что скорее всего это происходит по той причине, что вшивают их вот здесь машинкой. И так как машинки вот сюда получается сложно достать иголкой, то она прошивает ее где-то вот здесь, и получается, что вот здесь есть свободный ход у пряжки, и она тогда болтается. Но я прошивал все вручную, ближе к этому креплению, из-за чего оно там сидит достаточно хорошо, вот, без каких-то движений. В общем, надеюсь, сестра оценит.
такой аксессуар. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.